Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такой ободок. Мы с вами обработаем тонкой лентой сам ободок и сделаем бантик. Также будут в наличии несколько комплектов для творчества, где будут входить все материалы. Сам ободок, тонкая лента и будет вот такое цветовое сочетание. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать вот такую красивую ленту, цвет болотный и вот такой красивый принт. Ширина ленты у меня 4 сантиметра. Это будет бантик на ободок. Также мне понадобится шаблон. Шаблон у меня 9 сантиметров. Буду делать комплект для рукоделия. Будет в этом цвете. И еще буду сочетать вот такие красивые цвета. Складываю 2 ленты вместе, беру шаблон. Многие, наверное, не знают, что бантики можно делать не только оборачивая вокруг ленту шаблона, но и на шаблоне. Вот я беру и ровно вот так складываю. Воспользуюсь заколкой и пинцетом, так как второй заколки у меня нету. И теперь я не буду обворачивать вокруг ленту, а сложу ее на шаблоне. Выравниваю. И вот таким образом стараюсь, чтобы у меня все было ровно. И здесь ленту укладываю до середины. Вот так вот. Здесь тоже все выравниваю. Закреплю, чтобы никуда ничего не убежало. Снова здесь ленту вот так переворачиваю. Выравниваем по этому краю. Здесь допустимо 1-2 миллиметра. И здесь складываю ленту также до середины. Следим за тем, чтобы лента ровно лежала. Вот так. Перехватываем вот здесь. Так, здесь снова все вот так вместе. И перехватываем вот здесь. Мне немножко неудобно вам показывать на камеру, но ничего. Снова складываю ленту вместе. Вот здесь выравниваем все. И увожу ленту на эту сторону. Также до середины. Перехватываю, чтобы никуда ничего не убежало. Складываю ленту вместе и снова увожу ее на другую, на противоположную сторону. Выравниваем по краю, чтобы здесь у нас все было одинаково. И увожу вот сюда. Вот что получается. Здесь перехватываю полностью. И здесь тоже перехватываю полностью. И подрезаю ленту, оставляю примерно 1,5 сантиметра. Вот что получается. И сейчас покажу, как прошить. В основном вид бантика зависит от того, как мы его прошили. Вот здесь я глазом намечаю середину и всегда иголочкой заходим сверху. Если мы зашли сверху, чтобы равномерно распределить, можно здесь даже заколоть другую иголочку, чтобы вы знали. Вот. И вот так заходим. Нам надо все равномерно распределить. Выходим. Вот прошиваем здесь посередине. Здесь у нас будет середина. Вот где я показывала иголочку. Значит, от середины равномерно. И снова выходим. Вот первая лента у нас прошита. Вот мы зашли, вышли, зашли, вышли. Даже еще чуть-чуть можно ниже. И все края ленты, сейчас я вам покажу, вот эти все края ленты должны будут быть перекрыты ниткой. Снова мы сюда зашли, вот сразу за лентой. Перед лентой выходим, вот перед зеленой лентой вышли иголочкой.
Снова зашли, вышли, чтобы все вот эти края у нас были перехвачены ниткой, чтобы они не болтались. Снова мы зашли, вот перед лентой. И снова выводим иголку на лицевую сторону. Вот мы зашли на лицевую сторону, прошили все края, вот все у нас закреплено. Вот так должно получиться. Снимаем заколки и теперь все затягиваем. Я обычно укладываю на стол и вот так пальцем все перетягиваю. И вот что у нас получается. Вот какой бантик у меня получился, и теперь его надо перекрыть лентой. Я наношу клей и подклеиваю ленту. Ленту здесь можно использовать любую, так как у нас еще будет бантик перекрываться сверху толстой лентой. Лишнее подрезаю. Конечно же, обрабатываю огнем и все подклеиваю. И даю закрепиться. Края подрезаю под углом. Следим за тем, чтобы не подрезать бантик сам. И каждую ленту запаиваем отдельно. Одну и вторую. И также поступаем со второй стороны. И всегда у всех проблема, какую же серединку выбрать. Здесь можно наклеить любую брошку, камень, но я сделаю по-другому. Я беру ленту, завязываю узелок. Я уже как-то делала, показывала. Вот. И вот этот узелок я установлю вот так на бантик. Но пока подклеивать я не буду, так я буду закреплять бантик на ободок. И обработаем вот этот край ободка. Я обычно беру двухсторонний скотч и подклеиваю вот так с двух сторон ленту. Лишнее подрезаю. Так, сейчас я тут отрежу, чтобы мне не мешало. Вот здесь уже приклеилось. Вот я сняла защитное покрытие. Беру узкую ленту и подклеиваю под самый край. И теперь вот так вот наматываю под углом. Лишнее обрезаю и обрабатываю огнем. Вот что получилось. Теперь я взяла еще две ленты 3 миллиметра, примерно 50 сантиметров. Складываю пополам и подрезаю под углом. И так запаиваю. Вот что получается. И теперь ободок укладываю вот в середину этих лент. Можно даже подклеить, чтобы никуда ничего не убежало. Чуть-чуть совсем клея. И вот так под углом я подклеиваю. Вот таким образом. Теперь вот у нас подклеены две ленты. Нижняя и верхняя. Теперь нижняя лента подсовывается вот под верхнюю и уходит вот сюда. Верхняя под низ уходит ко второй ленте. Вот они выровнялись. Придерживаем. Теперь также нижнюю ленту уводим на другой край. Нижняя следует, то есть верхняя следует за нижней. Снова нижняя лента у нас теперь вот уходит сюда. Верхняя лента уходит за ней.
Вот что у нас получается. И смотрим, чтобы у нас все края были закрыты, чтобы не было вот таких вот отдельных мест, где все просвечивается. Снова нижняя лента уходит на другую сторону. Вот так. И верхняя лента следует за ней. Вот они снова выровнялись. Придерживаем. Немножко проплести и будет легче. Это сейчас кажется, что трудно, и еще на камеру мне немножко неудобно. Но я надеюсь, все вам понятно. Вот что получается. Теперь снова нижняя лента уходит под верхнюю на другую сторону. Вот, верхняя лента следует за ней из-под низа. Вот что у нас получается, такие треугольники. Придерживаем. Снова нижняя лента. Вот что получается. Теперь вот видите, удобнее уже. Нижняя лента уходит сюда, верхняя уходит за ней под ободок. Нижняя лента снова возвращается на эту сторону, верхняя уходит под низ. И вот что получается. Теперь немного я проплела, уже мне будет легче. Нижнюю ленту я наверх, а верхнюю ленту под низ. Снова нижнюю ленту наверх. И вот так мы меняем. И получаются такие красивые треугольники. Время от времени можно подклеить нижнюю ленту. Вот какое плетение у нас получается. Одну сторону я доплела, и чтобы у меня все смотрелось красиво и гармонично в одну сторону, я начну вот с этой стороны и в эту сторону. И здесь у меня будет бантик. Я плела ободок с двух сторон, и сейчас одну сторону ленты мне надо срезать. Вот я возьму, подклею ее с одной стороны и с другой стороны. И перекрою вот этой лентой, которая идет со второй стороны. Подклеить, чтобы просто держалась, потому что все равно мы ее перекроем. Подрежем, обожгем с одной стороны, и вот эта лента со второй стороны, вот она, ее тоже надо подклеить. Чуть-чуть клея совсем. Еще у нас там будет бантик, поэтому много не надо, чтобы у нас смотрелось все красиво. И продолжаем плести вот этой лентой, чтобы перекрыть вот это все. Так, еще чуть-чуть, чтобы не создавать толщину. И со второй стороны еще сантиметр проплетем, чтобы все закрепить. И теперь уже можно окончательно хорошо закреплять. И верхнюю ленту. И здесь у нас будет бант закрыт. Все закроет. С одной стороны обрезаем и с другой. И
И все запаиваем. Вот что у нас получилось. И сейчас нам надо закрепить ободок на бантик. Я нанесу клей. Можно на ободок, можно на бантик. Кому как удобнее. И подклеиваю. Даю закрепиться. Для надежности также подклеим ленту. Закрепим несколько раз лентой, чтобы у нас все хорошо держалось. Можно это сделать 2 раза. 1 раз и 2. Подклеиваем и лишнее подрезаем. Берем серединку, которую мы вчера подготовили, расправляем вот эти вот крылышки, чтобы они красиво лежали. И располагаем на бантик. Так, смотрим, сколько нам надо отрезать с одной стороны. Конечно, все надо сразу обработать огнем и подклеить, чтобы держалось. Подклеим с одной стороны и затем со второй стороны. Смотрим, чтобы серединка у нас красиво лежала. Нанесем клей. Вот у меня тут очень длинная, я чуть-чуть еще подрежу, чтобы мне это не мешало. Даю закрепиться. Теперь расправляю еще раз серединку, чтобы у меня все красиво лежало. И перетягиваю на обратную сторону. Здесь все красиво укладываю. Желательно это в какую-то гармошку или чтобы красиво все это лежало. Лишнее подрезаю. Обязательно запаиваю. Подклеиваю. И даю закрепиться. И вот вы видите, что у меня получилось. Я думаю, любая девочка будет рада такому подарку. А на сегодня все. Надеюсь, мое видео вам понравилось, было понятным, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.